Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас продолжение урока. Мы с вами поработаем с кружевом и сделаем бантики. Я постараюсь все подробно показать и объяснить. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для бантиков я использую шаблон 8 сантиметров и лента у меня 25 миллиметров. Лента у меня двухсторонняя, но можно использовать одностороннюю. Беру шаблон и складываю вот таким образом под углом ленту. Закреплю. И несколько раз переворачиваем вот так шаблон. Некоторые уже видели этот бантик в ускоренном виде. Ну и там возникло много вопросов, сколько ширины шаблон и все остальное, как прошиваю. И вот что у меня получается. И теперь правильно бантик сшить. Берем иголочку. На каждую вот эту я буду делать, всего у меня будет 12 проколов. Сейчас покажу, как правильно распределить. Вот у нас получается. Здесь у нас середина. Вот эта середина, это у нас будет красивая складочка на бантике. Так, сейчас иголочку потеряла. И вот все вот эти соединения лент нам надо обязательно перекрыть ниткой. Вот вы видите. Снова нам надо сделать вот здесь середину, чтобы у нас была красивая впадинка. Так, где бантик? Вот. Вот эти все впадинки, вот эти серединки мы с вами сейчас делаем. Снова выходим иголочкой, вот, и перекрываем соединение лент. Еще раз серединку ловим. Вот здесь у нас будет красивая складочка. И выходим иголочкой. Заходим сверху и выходим сверху. Снимаем с шаблона. Вот что у нас должно получиться. И собираем бантик. Я обычно укладываю на стол и вот так пальчиками ровно все собираю. И несколько раз перекручиваю. Мои постоянные подписчики уже знают этот способ. На одном шаблоне можно сделать много разных бантиков. И вот что у нас получается. Бантик расправляем. Вот вы видите, эти красивые складочки у нас получились. Уводим иголку на другую сторону. И здесь делаем закрепку. И, конечно, нитку отрезаем. Перекрывать бантик я буду тонкой лентой. В этом случае, вот вы видите, бантик не слишком расходится в разные стороны. И с изнаночной стороны наношу клей. Подклеиваю. Даю закрепиться. Немного прижимаю. И вот так сначала провожу лентой. Примеряю все. Если меня все устраивает, наношу клей. И, конечно, все сразу расправляю. И на обратной стороне лишнее подрезаем. Огнем обрабатываем. И все подклеиваем. Бантик у нас готов. И также меня спросили, под каким углом подрезать бантики. Это на вкус. Если вам нравятся более острые углы, подрезаете так. Если менее острые, так. Если совсем острые не нравятся, так. Поэтому это кому как. Я люблю полуострые. С одной стороны и с другой стороны. Так, это чуть-чуть еще. И, конечно, все обрабатываем огнем. И еще раз про кружева. Кружева приходят вот на такой сеточке на фатине. И, конечно, я все подрезаю. Я просто беру ножницы и вот так стараюсь аккуратно все подрезать. Это можно делать паяльником, но, к сожалению, я свой паяльник оставила дома в Испании. Поэтому сейчас пока обхожусь без него. Делаю все это зажигалкой. И вот так все аккуратно, стараюсь не повредить кружево. Все вырезаю.
Я вырезала нужный мне орнамент, и все равно вот остается сеточка. Для того, чтобы ее убрать, я использую огонь, но работаем нижней частью огня. Если вы будете работать верхней частью, то у вас кружево потемнеет. И вот так все обжигаем. Тоже касается лент. Некоторые делают цветы, и при обжигании ленты чернеют. Это значит, что они использовали верхнюю часть огня. И кружево у меня подготовлено. Укладываем 2 отрезка кружева и подкалываем, чтобы вы видели, как оно будет смотреться на игрушке. И если вас все устраивает, берем клей. Так, где мой клей? Вот он. И подклеиваем. Я переворачиваю, иголку не снимаю и наношу клей вот аккуратно на все вот эти закрытые части. Там, где фатин, стараюсь не наносить. И аккуратно вот так все наношу клей. И укладываю на игрушку. Затем переворачиваю, снимаю иголку, придерживаю пальцем и наношу клей на другую часть. И так все подклеиваю. Никуда не спешим. Еще чуть-чуть. И вот эту последнюю часть также нанесу клей и все подклею. И продолжаю работу. Если где-то что-то не подклеилось, берем аппликатор и вот так подлезаем и все подклеиваем, чтобы у нас нигде ничего не торчало. Все проверяем. Беру бантик и примеряю. И вот я вижу, что здесь очень немножко больше вот этот торчит край, поэтому я подрезаю. В процессе примерки всегда что-то может измениться. Вот сейчас меня все устраивает. И подклеиваю на середину. Если у вас бантик предусмотрен по-другому как-то приклеить, вот так или как-то еще, вы, конечно, это делаете. У меня в данном случае именно так. На бантик я подклеиваю кружевной орнамент. Даю закрепиться и приклею серединку. Серединку я подклеиваю на универсальный клей. Здесь у нас все закрепляется. На серединку наношу клей и оставляю немного клей закрепиться, чтобы появилась пленочка. В этом случае затем все приклеится и клей никуда не вылезет. Нанесла клея достаточно много. И пока я тут занимаюсь, все пускай застывает. Поправляю бантик. Конечно, впоследствии у меня все будет еще украшено камнями. Но пока так. Теперь я беру серединку. Вот вы видите, клей уже не тянется. И подклеиваю. Укладываю и даю закрепиться. Подбираю кружево для шара. И вот здесь, где у нас вырезано фатин, мы не подсовываем зажигалку, а именно вот так берем, отодвигаем и все обжигаем. Как я говорила, уже нижней частью огня. И также укладываем на игрушку. Ищем самое оптимальное решение, как нам нравится расположение. И подкалываем. Выше, ниже. Располагаем на шаре и смотрим. Не клеим сразу, а именно располагаем. Иногда это занимает некоторое время, но ничего. Вот так меня устраивает.
Вот такие симпатичные елочные игрушки у нас с вами получились. Я постаралась в уроке все показать и объяснить как можно подробнее. В следующем уроке мы с вами займемся лепниной. Я еще раз покажу, как я делаю лепнину, из чего я делаю лепнину, как придать лепнине форму, чем красить и, конечно, как закончить полный декор. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. И, конечно, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.